Привет, друзья! Что-то происходит невероятное, и это уже невозможно игнорировать. Германия под руководством Фридриха Мерца начала тихую, но стремительную кампанию по скупке золота, сельскохозяйственных земель и ключевых стратегических активов. Причем это все происходит не только через государственные банки и институции. В дело, по данным ряда финансовых обозревателей, вовлечены частные фонды, которые аффилируются с новыми политическими кругами в Берлине. Что это? Паника перед глобальным обвалом или тщательно спланированная операция? Вопрос уже не в сбережении капитала, а в перехвате контроля над финансовыми потоками в самом сердце Европы. По информации от источников в деловых кругах обсуждается даже создание новой валютной модели, альтернативной евро. В центре этой модели золото как реальный актив и страховка от политического и экономического шторма. Зачем это Мерцу? Вариантов несколько, и все они тревожны. Один из них – это подготовка к расслоению Евросоюза, в котором южные страны уже не выдерживают экономических нагрузок. Второй – обособление Германии от Брюсселя и переходе к национальному курсу финансовой автономии. И именно с этим связан интерес не только к золоту, но и к земле как к ресурсу, гарантирующему продовольственную безопасность. В кулуарах Бундестага звучат формулировки, которые еще недавно считались политическим табу. Национальная резервная система, автономный банковский щит, отказ от диктата Европейского Союза. Это уже не просто шепот, это уже движение. И главный вопрос, зачем вся эта подготовка именно сейчас? Но ситуация усложняется еще больше. В то время как официальные СМИ рапортуют о стабильных отношениях между Берлином и Парижем, за кулисами разворачивается настоящая геополитическая драма. Как утверждают инсайдеры, на закрытой встрече в узком кругу Фридрих Мерц выдвинул Франции нечто, что можно расценивать как ультиматум. И это не дипломатическая игра в реверсы, это жесткое переформатирование европейской иерархии. По данным ряда источников, Фридрих Мерц требует от Франции отказа от части привилегий, полученных после выхода Британии из Европейского Союза. Речь идет о доступе к европейским оборонным бюджетам, контроле над инвестиционными потоками и даже о новой архитектуре безопасности в Европе. Это ультиматум, о котором официально не скажет никто. Но последствия уже ощущаются. Париж дрожит, а в окружении Макрона паника. Готовятся экстренные консультации с Брюсселем, идут обсуждения о возможных судебных мерах и дипломатических демаршах в сторону Германии. И вот почему Мерц заранее усиливает финансовую независимость, чтобы освободиться от давления со стороны таких стран, как Франция. Золото, земля, стратегические ресурсы – это страховка на случай, если Европейский Союз пойдет по пути шантажа. Немецкая пресса уже обсуждает это как новый Версаль наоборот, только теперь Берлин диктует Парижу условия. Внутри коалиции Мерца все чаще звучит фраза «Германия должна быть свободной от старых долгов Европы». И если для этого нужно перезапустить баланс сил в Европейском Союзе, значит будет сделано. Но все только начинается. Следующий шаг – юридическая атака, где Германия все чаще ставит под сомнение приоритет европейского права. Начинается тихий мятеж судей, и именно это может стать точкой невозврата для всего Евросоюза. Что если вам скажут, что Германия больше не подчиняется Брюсселю? Это реальность, которая уже бурлит под поверхностью европейской политики. Все больше немецких судов от федеральных до земельных отказываются исполнять решения Европейского суда, ссылаясь на приоритет национального права. Такой подход еще недавно казался просто немыслимым, но сегодня это становится нормой. Германия фактически закладывает мину под главную идею Европейского Союза – единое правовое пространство. Все началось с единичных отказов выполнять спорные экологические или миграционные директивы. А теперь это лавинообразный процесс, и речь идет не просто о принципах. На кону многомиллиардные решения по энергетике, сельскому хозяйству и даже судебным гарантиям. Немецкие суды все чаще встают на сторону национальных интересов, даже если это нарушает решение Европейского Союза. Более того, по данным утечек из Министерства юстиции, уже подготовлен черновик реформы, по которому международные директивы должны будут проходить обязательную проверку соответствия Конституции Германии. Это фактически означает, что Берлин может блокировать любые указания из Брюсселя, если они не выгодны. А это политическая бомба замедленного действия. Но и это еще не все. Согласно данным Шпигель, правительство Мерца уже разрабатывает новую модель юридического взаимодействия с Европейским Союзом, которая предусматривает минимальное вмешательство национальных структур. Все это оформляется под элегантным названием «законодательная гармонизация».
Но по сути это откат назад от интеграции, переход к германоцентричной модели правового суверенитета. И вот здесь начинается настоящее противостояние. Пока Брюссель озвучивает глубокую обеспокоенность, внутри Германии формируется параллельная юридическая система. Если ее признают другие страны Европейского Союза, это будет эффект домино. Вопрос теперь не в том, покинет ли Германия Евросоюз. Вопрос, кто покинет ЕС первым вслед за ней. А теперь переходим к самому опасному. Это уже не правовая реформа, это тройной удар, который может перевернуть всю архитектуру Евросоюза. Сложите все вместе. Германия скупает золото, как будто готовится к глобальному кризису. Мерц выдвигает ультиматум Франции и ставит под сомнение старую систему оборонных и финансовых договоренностей. А теперь еще и массовое юридическое неповиновение решениям Европейского Союза. Что это, если не начало конца Старой Европы? Многие аналитики уже говорят открыто, Германия готовит собственный курс. Это не выход из Евросоюза, нет, а создание в его рамках альтернативной модели под немецким руководством. Такая именно стратегия требует тонкой игры, и Мерц, судя по всему, мастерски ведет эту партию. Первый удар – финансовый. Золото, земля, ресурсы – это все укрепляет позиции Германии, даже если евро рухнет. В условиях турбулентности в Южной Европе и на фоне проблем у Франции Германия создает подушку безопасности, которую можно легко конвертировать в новую валютную систему. Понятно? Второй удар – дипломатический. Ультиматум Франции – это не просто спор между соседями, это подрыв франко-германского ядра Европейского Союза, на котором держала вся структура после Брексита. Мерц как бы говорит, либо вы с нами, либо мы идем без вас. Третий удар – это правовой. Германия больше не желает быть привязанной к брюссельским решениям, она создает свою модель юридической независимости. Если другие страны, например, та же Польша или Венгрия, подхватят эту волну, вся правовая система Европейского Союза начнет сыпаться. А теперь тишина, никаких громких заявлений, никаких пресс-конференций, только действия. Германия действует так, будто весь план уже написан, и Брюссель узнает о нем последним. Это и есть стратегия тишины, которая бьет сильнее любой риторики. Но кто стоит за этим сценарием? Кто пишет новую архитектуру Европы за кулисами? Мерц – это лишь лицо, а за ним целая тень политических и экономических элит, которые делают ставку на суверенную Германию в мире после Европейского Союза. Следующая деталь может шокировать многих. Когда Фридрих Мерц выходит на публику, он говорит как самостоятельный лидер, он держится жестко, уверенно, почти как президент. Но все чаще за кулисами звучит один и тот же вопрос. А он действительно принимает решения? Или за спиной канцлера действует невидимая элита, которая давно начала передел Европы и просто использует Мерца как свое лицо? Согласно информации, которую уже стали раскручивать немецкие журналисты, вокруг Мерца собирается закрытый круг людей. Это бывшие советники времен Гельмута Коля и Герхарда Шрёдера, финансовые технократы, представители влиятельных промышленных династий, а также ключевые игроки банковского сектора. Эти люди не появляются на телевидении, не дают интервью и не участвуют в парламентских дебатах. Но именно они, по словам источников, определяют главные векторы политики нового курса. Эта группа неформально получила в кулуарах название «Тихий кабинет». И именно так журналисты описали структуру, координирующую закулисную политику Фридриха Мерца. Кто входит в нее, точно до сих пор неизвестно, но понятно одно – это не случайные люди, и они не ставят на реформу Евросоюза. Их цель – переучреждение всей европейской архитектуры вокруг Берлина без лишнего вмешательства Брюсселя. Причем действия этой группы удивительно синхронизированы. С одной стороны, скупка золота и активов, как я сказал, с другой – резкое усиление армии, пересмотр законов, давление на партнеров, запуск независимых инициатив. Все выглядит как единый сценарий, продуманный до деталей. А значит, речь идет не о тактических шагах, а о глобальной трансформации. И вот главный вопрос, кто же все-таки ведет за собой Германию? Харизматичный политик Фридрих Мерц или невидимая, но вероятно влиятельная элита, которая решила, что время старой Европы истекло? Если вам понравился мой рассказ, ставьте лайк, подписывайтесь и делитесь этим видео. Спасибо за просмотр.